Вот канал, на котором выложено несколько видео с названием «Самоподдерживающиеся звездные врата ведут к другим землям». Экспериментатор еще показывает, как при пересечении порога этой комнаты, в которой открывается портал, меняется буква в названии книги. Он называет это эффектом Манделы. Возможно, это связано с локальным искажением пространства из-за портала. Первое видео, которое все объясняет, выложено 7 лет назад. Тогда еще не было нейросетей. Если это видеофейк, созданный на спецэффектах, то, надо признать, сделано это хорошо. Предположим, что это правда. Или так могло бы это все выглядеть, будь это реальной технологией. Так, на компьютере создается звук одной частоты, а на этой аудиоколонке другой. Тут непонятно, почему она светится, из-за того, что производятся такие эффекты, или это просто светодиодная подсветка этой колонки. Вот здесь, над этой колонкой, мы видим, как начинает образовываться разлом. Он говорит, что у меня есть онлайн-генератор на 528 Гц. Он разработан Томасом П. Селаски, но можно использовать и другие. А вот этот генератор выдает на 3 Гц меньше, 525. И при совмещении получаются такие биения. Ну и вот в какой-то момент происходит возникновение этого разлома. Вначале как щелочка, а потом раздвигается до круглой проталины. На том конце виден пейзаж другого места. Экспериментатор говорит, что это находится в Сидоне. Вы являетесь свидетелем портала, червоточины, звездных врат. Об этом много написано, снято в фантастической литературе и фильмах. Вот этот портал создан в лесу. Через него много раз уже проходили. И для меня это просто потрясающе. Проходя через него, вы ничего не почувствуете, пока поверхность буквально не будет порвана. После того, как портал создан, он будет стабильным примерно 2 часа. И звук можно уже будет выключить. Вот тут стоят 2 мальчика, видимо, дети этого человека. Может, не очень человека, если судить по форме голов этих мальчиков. Тут видно, как он перешагивает этот портал и попадает в другой мир. Здесь летают птицы, но нет людей. Ну и здесь любой бы на его месте развернулся и показал бы портал с обратной стороны, но он этого не сделал. Показывает, что в этом мире 2 солнца. Тут он делает предположение, что, возможно, этот мир находится даже в другом времени. Ну а на вид это похоже на какое-нибудь атлантическое побережье. Что интересно, все видео сняты одним непрерывным кадром. Создавать такие спецэффекты обычный обыватель не в состоянии. Большие сложности возникают при совмещении графического 3D-объекта с пространственным окружением. Для этого нужны специальные зеленые съемочные павильоны, куча народа, дорогостоящее оборудование и неслабый бюджет для выполнения трехмерной графики. Комнату и все остальное также пришлось бы создавать в 3D. Что еще можно сказать в пользу построения порталов вот таким образом? Эффект Хатчинсона мог создавать левитацию, сплавление разнородных материалов, искажение структуры вещества и так далее. Эффект создавался также 2 рядом стоящими частотами электромагнитных волн. Эффект блокировки тонкоматериальных воздействий в биокорректоре БК-17 создается также 2 рядом стоящими частотами, но уже более высокой частоты. Латвийский эмигрант Эдвард Литскалнин при создании своего кораллового замка также создавал левитацию радиочастотами, при этом умел передавать движение левитирующему камню. Возможно, наблюдаемые НЛО как раз двигаются на этом эффекте биения 2 близколежащих частот. Вероятно, эта технология настолько проста, что пространственные эффекты можно создавать и обычным звуком, голосом, инструментом. Возможно, поэтому вердиевский строй по ноте ля 432 Гц сдвинули на 440, чтобы при музицировании случайно не создавать разного рода такие вот разрывы в пространстве. Есть теоретики, которые развернуто объясняют, как 2 близко лежащие электромагнитные частоты могут создавать вектор тяги для атомов материи.
Были намеки на то, что эффект невесомости в съемках МКС на Земле организованы подобным образом. 250 нанометров. То есть можно потрогать 250 нанометров. Конечно. Да. К примеру, если кто-то слышит свист в голове, возможно, это создается портал для доступа к сознанию, но на тонком материальном уровне. А если на более низкой частоте вы уже слышите биение, то, возможно, это микропортал, к примеру, сразу в вену для отбора крови или какой-нибудь другой ценной жидкости. В истории известны многочисленные исчезновения плодов беременных женщин даже на поздних сроках, без какого-либо хирургического вмешательства. Трудно представить, какие вещи можно было бы творить, имея возможность создавать вот такие микропорталы в любой точке пространства. Ну и, конечно же, архитектура прошлых веков так и семафорит о том, что еще совсем недавно, какие-то лет 300 назад, вот эти порталы втыкали куда ни попадя. Они стояли в храмах, на улицах, на балконах. И для людей это было настолько обыденным средством перемещения из точки А в точку Б, как и показано в фильме «Гарри Поттер», только без этих эпических спецэффектов. Каким образом и куда направлять точки выхода, с этим можно было бы разобраться в процессе, научившись создавать эти порталы. Ну и самые многочисленные транспортные порталы, раскиданные по всей Земле, это триумфальные арки. Как мы знаем из истории, триумфальная арка – это символ громких побед. Были построены в античном стиле. Многие из них выглядят как братья-близнецы, имеют одинаковый декор. У них есть определенные отличия, но все имеют одну базовую черту – наличие огромного пространства вокруг них. К большинству из них подходит широкое шоссе, а некоторые имеют выход на обрыв или с другой стороны имеют тупик. Это наталкивает на мысль, что изначально они создавались для определенных целей, имеющих необходимость переброски в пространстве. Куда шла переброска, нам это неизвестно. Возможно, они сообщались между собой. И тогда отпадут такие глупые вопросы, как в исторические времена люди попадали с континента на континент. Конный транспорт, скорее всего, был нужен разве что для экзотики в ритуальных целях, и потом уже в период после катастрофы в результате утери технологий. Или, возможно, были какие-то ограничения на массу или неживую материю. Судя по высоте арок, они также были рассчитаны для гигантов и, возможно, ими и были созданы. В какую эпоху человечество могло иметь такие технологии науки, как говорится, это неизвестно, поскольку она занимается именно тем самым, чтобы все так и оставалось. Многие не сомневаются, что в те времена Солнечная система была освоена, все было известно о параллельных вселенных и были знания о тонких мирах, так что эти арки могли использоваться для перемещения в иномирье. В наше время арки стоят бесхозные, порталы давно уже в нерабочем состоянии, скорее всего по причине того, что оборудование было снято еще до XIX века, и с тех пор они являются собой обычные архитектурные сооружения. Все они сегодня в разном состоянии, одни выглядят как после апокалипсиса, другие в идеальном состоянии. Вот, к примеру, арка в Москве. Но надо учитывать, что эта арка есть лишь копия той, которая стояла на Бородинском поле. Большевикам зачем-то стало очень надо ее взорвать и растащить. В Питере есть даже тройная арка, и трудно представить целесообразность такого расположения. Хотя откуда нам знать принцип работы и дальность действия? Может быть, такое нужно было использовать для сложных транзитных перебросок. Официальная история утверждает, что все они были построены на славу и память великих побед, великим полководцам, воеводам, а также в честь великих королей, властителей, кесарей в разных местах и эпохах. Здесь мы наблюдаем нестыковку, поскольку история совсем не помнит 80% побед в тех местах, где триумфальные арки стояли или стоят до сих пор. Например, помнит ли кто победу Барселоны над кем-то еще, кроме Реал Мадрид в футболе? Таких военных побед в средние века не зафиксировано, но арка в Барселоне стоит. Так в честь кого же она построена, кто победитель? Вот арка в городе Сория, Испания. Видно, что она горела изнутри. Перегрузка, сбой оборудования или спасались из горящего мира. И обратите внимание, стоит на откосе не для прямого прохода. Арка в Мюнхене, на которой написано дословно «Баварскому войску». Кого это войско победило? Таких побед наша земная история не помнит. Хотя не будем исключать, историки при необходимости могут что-нибудь быстренько и придумать. Арка в Риге.
Помнит ли история доблестное превосходство правых солдат над неприятелем? Вопреки этому триумфальная арка в Риге все-таки стоит. Север Африки – остатки разрушенной античной цивилизации. И таких арок там полно. Об этой истории мы вообще ничего не знаем. Что-то дошло от Наполеона, будто бы он прорубил окно из Европы в Африку и по ходу движения его похода понастроил триумфальных арок и пирамид. Триумфальная арка в городе Тимгат. Мы видим, что от города остались одни руины. На севере-востоке Алжира находится вторая арка в городе Джемила – Каракалова арка. Что интересно, по имени Каракала находится и арка в Марокко. Что это, персональный портал? Арка Максима Севера в Ливии, город Лептис. И также в Ливии арка Септимия Севера. Септимия – это септима, музыкальный термин. Также соотношение двух частот, и слово «север» – это, возможно, связь с Гипербореей, которая и называлась словом «север». Также триумфальные арки есть в Азии. До сегодняшнего дня таких арок сохранилось немного. 2 мировые войны и японская оккупация сделала свое дело. Виентьян, Лаос, Тайвань. В Индии есть очень странные ворота, так называется их арка, ведущая из суши в океан. А вот фотография тех же ворот в Индию, только используются они по назначению. Тут мы видим переброску войск. Вектор построения – центральная арка. И в противовес можно предположить, что это есть не что иное, как порт. И сейчас вот-вот армия через центральную арку пойдет грузиться на корабли. А теперь посмотрим на Средний Восток. Кое-что там осталось, запечатленное еще в средние века художником Пиранези. Сирия, город Латакия. В Иордании арок мало. В Европе арки расположены прежде всего на западе в таких странах, как Англия, Франция, Италия и Греция. Арка Наполеона в Париже. Это 1840 год, и мы видим прибытие войск из ниоткуда. За собой они тащат грандиозную инсталляцию. Аналогичную инсталляцию прикатили также в конце XIX века и выдали это за подставку для гроба на похоронах Виктора Гюго. За всем этим явно скрыты какие-то глобальные технологические манипуляции. Вторая арка в Париже находится рядом с Лувром, она меньше, чем арка Наполеона. В честь храбрых гланумских войск есть арка в городе Гланум во Франции. Что за войска и с кем воевали, истории это неизвестно. А в городе Оранж, Франция, арку построили доблестной армии, о которой тоже никто ничего не слышал. Такое ощущение, что арки раздавали всем желающим налево и направо, словно это были карманные сувениры. В Англии арка Веллингтона, победителя в битве у Ватерлоо. Ну вот это нам известно. Для кого в Глазго строили арку, непонятно, потому что Шотландия уже 400 лет под англо-велишским игом, так же как и ирландцы. Мраморная арка в Лондоне. И Рим не остался в аутсайдерах, арка Титуса и арка Константина Великого. В Афинах, в Греции арка Хадрияна. В Греции, в городе Тессалоники, откуда к нам прибыл Кирилл и Мефодий, также есть арка. В Хорватии, например, арка Аурелия в городе Пула. Ее явно пытались сжечь, облив чем-то горючим. Город Щецин, Польша. Румыния, столица Бухарест. В Австрии Паганские ворота. Интересное название, возможно, соединение с не очень хорошим местом. Перед воротами стоит какое-то сооружение, к примеру, устройство для блокировки, открытия портала или уничтожения того, что не должно было бы попасть на эту сторону. Как вариант. Такие арки и ворота есть в Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Китае, Армении и так далее. Многие арки были уничтожены в катаклизме 18-19 веков. Возможно, мы даже не представляем, насколько они были распространены в мире. К примеру, Гитлер не рискнул при взятии Парижа победным маршем провести армию через арку Наполеона, хотя на его месте каждый победитель должен был бы сделать точно наоборот. По истории это и должно было бы стать символом высшей доблести. Вот одна любопытная картина из галереи города Братислава, на которой в триумфальную арку входят немецкие имперские войска после взятия Парижа, а на другой стороне не выходят. Вот тут входят, а здесь не выходят.
По нашей версии, такая система переброски армии во всем мире быстра и незаметна. Вот таким образом и могла поддерживать свою гегемонию и империя не только на одной планете, но и во всей Солнечной системе. Вот интересная арка с 4 входами. Чем-то они отличались от прямолинейных, возможно, функциональностью. Арка в Латакии, Сирия. Арка в Ливии, Лептис. В XIX и XX веке люди еще помнили предназначение этих арок, как и многое другое из прошлой цивилизации. В экранизации фильма «Сказки про Аладдина» показано, как он ходит туда-сюда через портал. При этом портал остается открытым, но только для него. Это указывает на активацию по генетическим признакам, как в предании о мече короля Артура. Подобные переходы в пространстве также популярны в фантастических фильмах про «Звездные врата». Вероятно, это была более мобильная технология космической цивилизации, остатки которой убрать с глаз было намного проще. Ну и напоследок, возможно, мы приоткроем тайну с этими регулярно прибывающими гигантскими инсталляциями в Парижскую триумфальную арку. Вот прибытие 1840 года, 1885, это через 45 лет, это в районе 30-40-х годов 20 века. И инсталляция 2026 года, открытие Олимпиады в виде перевернутой пентаграммы «Портал в ад». За 10 лет до этого, в 2016 году, при открытии Готтердского тоннеля, как мы помним, также состоялось шоу открытия портала в ад, приход Бафомета и исполнение других пророчеств. Вероятно, европейские, политические и религиозные элиты всерьез готовятся к запуску порталов, возможно, только некоторых, в Инфернал, Пекельный мир, Царство Аида и так далее. Пока арки бездействуют, но, возможно, уже скоро и заработают.